Здравствуйте, друзья! Видео, как всегда, получилось очень длинным, и поэтому мы сделали две серии. Это вторая серия фильма о пересадке орхидеи ваниль. Ссылку на первую серию оставлю в описании под видео. Красивая декоративная пересадка. Смотрите с удовольствием. До новых встреч! Увидимся на канале. Сейчас я это все уберу, потому что будет неудобно. И вообще, я даже себе не представляю, как мы сейчас вам покажем пересадку, потому что двух рук мне не хватит. Мне еще нужны Мишины две руки, а у него они всегда заняты камерой. Вот как мы это вам покажем, я не знаю. Но как получится. Такой вот балконный ящик, написано 7,5 литров. Да, тут есть какая-то вставка, которую, кстати, я так и не смогла достать. Вот она, внутри. Давай попробуй достать. А смысла нет ее доставать, потому что там полсантиметра, наверное, для того, чтобы стекала вода. Но для другого это быть не может. Но она вот здесь закреплена, и вырывать ее оттуда не имеет смысла никакого. Первое, что я считаю нужно сделать, это померить как будет помещаться опора. Потому что у опоры это кокосовые чипсы накручены на что-то. Что это может быть там, что вот так гнется и хорошо формируется? Штырь металлический. Он какой-то алюминиевый, наверное. Наверное. Потому что хорошо гнется. Чуть будет не на уровне грунта, если я вот так его подогну. Хотелось бы, чтобы опора была на уровне грунта. Так. Опора вся 90 сантиметров, но мне хотелось бы, конечно, чтобы она была 120. Но 120 сантиметров я не нашла такой опоры. Вот смотри, я эту сделаю вот так, чтобы поставить с одной стороны горшка, а вторую попытаюсь поставить с другой стороны. И как-то мы их должны соединить потом. Угу. Это я не вам рассказываю, это я уже с мужем советуюсь, потому что все остальное придется потом доделывать ему. Чтобы ему было удобно. Надо их выгнуть сердечком сразу. Я не хочу сердечком, я хочу кружочком. Хорошо. Мне хочется вот так выгнуть, вот смотри. Чтобы... вот так, они больше не соединятся. Угу. Сейчас я ее вставлять не буду. И мхом обкручивать тоже сейчас не буду. Если корни врастают в мох, то потом нужно закрутить мхом. Но он все равно сохнет. Видите, какой он становится ломкий. Конечно, он высыхает. Но, по крайней мере, когда на него из капельницы поступает вода, он какое-то время держит эту влагу. И для ванили это очень хорошо, потому что ваниль растет в очень влажных условиях в естественной среде. А у нас, про это лето я уже рассказывала 10 раз, наверное, во всех видео. Это просто ужасное лето по температуре. Даже наши ростовские синоптики сказали, что это самое жаркое лето за 100 лет. Вот были такие дни, когда дышать на улице нечем. И на этой неделе нам пообещали дождь. Вчера все, кто мне встречался, спрашивали, видели ночью дождь? Я говорю, не видела. Он высыхал в полете, потому что
теперь мне нужно достать орхидею. Из горшка. Не знаю, как там растут корни, вообще не знаю, что там с ней происходит. Горшок непрозрачный. Проще вытрясить, наверное. Да, проще, конечно, вытрусить. Может, сейчас она и рассыпется все там. А грунт там влажный, потому что она любит, чтобы ее поливали. Думаю, что корней наросло много. Сейчас этот влажный грунт весь развалится. Не получается. Давай я Подожди. вывалю ее. Не надо мне вываливать, она так может сломаться. Подожди. А как ты выдернешь и корни там оставишь? Ну, ты знаешь, у ванили корни такие, что они нарастут. Вон они какие. Вот они маленькие, тоненькие, светленькие. И посмотрите, сколько на них ризоидов. Это потому что влага. И вот эти вот ворсиночки на корнях, это растут ризоиды. Если было бы влажно, эти бы корни были вот как здесь воздушные, вот видите, они сухие, и ризоидов на них нет. А если бы была влага, она бы прикреплялась, куда-то бы ползла по какому-то, ну я не знаю почему там, по стенке или еще по какой-то... Коре. Даже не по коре, а знаешь, что для них делают? Для них делают сетку. Вот если бы эта сетка была такая же влажная, или это была бы мхом закрытая часть, то такие же ризоиды бы росли и здесь. Но здесь все сухо, и ризоиды только во влажном горшке. Так, а вот теперь мне нужно ее поднять, поставить сюда. Ох, как все это сложно. Миш, не знаю, помогай. Мне нужно, чтобы ты вот этот другой рукой взял вот эту часть и придержал. Так, сейчас, секунду, давайте. Давай, придержай. Я поставлю ее. Эх, все сыпется. Так, держу. Все, держу. Все, Миш. Все, отпускай. Есть идеи, но пока этот оставшийся грунт высыпаю сюда. Да. Ужасная съемка. И новый грунт буду засыпать ложкой, потому что у меня одна рука. Это все очень неудобно. Давай-ка держу. Давай, держи. Ага. Потому что я хочу вот с этой стороны досыпать грунт. Прям до самого верха горшка. А потом уже туда. Корни будут расти во все стороны. Поэтому не страшно, что... Необычно, конечно, посадить орхидею в одну сторону, а вторую оставить и без корней, и без растения. Ну, что? Когда они сделают первый круг, они укоренятся. Да, они укоренятся, и все это будет заполнено. Немного не хватило. Но подсыпать этот грунт можно по мере надобности.
Ну, я думаю, что надо сразу, наверное, насыпать еще коры и немного керамзита. Держи, 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 держи. Даже можно немного утрамбовать. Так. Следующий шаг. Держи. Давай. Держишь? Да. Вот, Миш, смотри. Так, все, давай я подержу, расскажу, что мы сейчас будем делать, потому что здесь уже нужно делать в 4 руки, иначе не получится. Идея вот такая. Но сейчас мы выключим съемку, потому что нам действительно нужно 4 руки. И уже покажем, что из этого получилось. Вот так соединяются 2 опоры. Вот. Отлично. Ну, сейчас закрепим посильнее. И надо, наверное, все-таки сразу обмотать мхом, да? Да, да. Хорошо. Так и сделаем. Вот вешаем пару стяжечек. Сейчас я поставлю еще арматуру с деревянных палочек. Вот, и затянем. вот тут внутри? Ну да, Внутри. чтобы не рассыпалось. Сейчас покажу. Так. Вот так палочки по кругу. Ну, хотя бы 4 штуки. Сейчас зафиксируем. Вот так затягиваем. Достаточно крепко. И убираем лишние стяжки. Вот так. Сейчас все это обернем мхом и сделаем декоративно красиво. В комплекте идет вот такая веревка. Джутовая. Джут, да. Сейчас будем облагораживать. Вот такая. Длинная-длинная. Она не длинная, она, по-моему, 3 метра всего. И можно ей закручивать мох. Давай я завяжу аккуратно сначала. Да и вообще ты накрути этот мох. Весь процесс занял 30 минут. Нюансные части вам Миша показал. Соединяли опоры деревянными шпажками. Еще он закрепил это стяжкой. Потом обмотал все мхом. И вот теперь моя задача правильно разложить лиану на этих опорах. Вообще, конечно, была идея одну лиану снять и повернуть в эту сторону, чтобы они соединялись наверху. И потом вот так расходились. Но, видимо, это не получится. Что такое? Это корень. Это корень, который врос. Да, это корень, который врастал. Потому что они у меня закручены. Это для того, чтобы мне сейчас их раскрутить и сделать вот так, это нужно обе лианы снять, а это сложно. Ну ты их поломаешь ли? Да, и я боюсь, что я их поломаю, поэтому я их... А закреплять я их буду
наверное, можно просто закрутить. Да не, наверное, точно. И, конечно, не любят цветы расти вниз. Но для того, чтобы сделать оборот, придется направить растущую часть вниз. Но я думаю, что она быстро очень начнет расти вверх, а потом перейдет сюда. Что ж за ажиотаж такой сегодня у собаки? И я опять сделаю оборот лианы. Хочу достать один корень, потому чтобы распрямить и тоже закрутить. Растут одинаково. Вот одна получилась длиннее. Вот видите, это уже уходит вниз. И вот так начнет расти вверх. И тоже закреплю ее такой заколочкой. Ее можно назвать заколочкой, но чаще всего такие скрепочки продаются вместе с новыми орхидеями. Я их не выбрасываю, сохраняю. Иногда очень даже полезные в быту. Вот так. Я думаю, что здорово получилось. По крайней мере, мне очень нравится. И вот теперь я буду закручивать на этой опоре всю лиану. Зацветет ли ваниль? Большой вопрос. Но зато растет активно, что мне очень нравится. Будем за ней наблюдать дальше. А о том, как теперь организовать для нее капельный полив, который мы вам показывали, но подробно о нем не рассказывали, Миша снимет видео и расскажет нюансы и ошибки, которые мы поначалу допустили. Но мы уже все исправили, поэтому можем вам рассказать, чтобы вы не допускали таких ошибок. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.